Их встреча должна была определить лучшего боксера десятилетия. Но вместо спортивного триумфа они шагнули в бездну. Алексис Аргуэльо, рыцарь ринга, идол целой нации, который искал вечности. Аарон Прайер, ястреб, хаос во плоти, которого боялись даже дьяволы. Два боя, которые уничтожили их обоих. Тайна черной бутылки, которая до сих пор не дает покоя историкам. Сломанные судьбы, крэк, тюрьма и загадочная пуля в сердце. Это история о цене, которую платят за попытку стать бессмертным. О том, что происходит, когда война в ринге заканчивается, а война внутри тебя только начинается. Чтобы понять масштаб этой катастрофы, нужно осознать, насколько разными были эти люди. Это было не просто столкновение стилей, это была война миров. Алексис Аргуэльо был больше, чем боксер. Он был символом надежды для Никарагуа. Взрывной худой, джентльмен ринга. Он никогда не добивал соперника, если тот терял равновесие. Он всегда подавал руку упавшему. Он был воплощением чести в самом жестоком спорте на земле. К 1982 году он уже покорил 3 весовых категории. Ему нужен был 4-й пояс, чтобы стать первым в истории и встать в один ряд с богами. На его пути стоял Аарон Прайер. Человек, сотканный из обиды и ярости. Всю свою карьеру Прайер был изгоем. Элита бокса игнорировала его. Чемпионы отказывались с ним драться, называя его слишком опасным, слишком нестабильным. Он рос в нищете, в гетто Цинциннати, и перенес законы улиц прямо в ринг. Прайер ненавидел Аргуэльо. Не лично. Как символ всего того, чего у него не было. Любви фанатов, признания, статуса джентльмена. Для Аргуэльо это был поход за величием. Для Прайера – акт мести всему миру. Их встреча была неизбежна. 2 поезда, несущихся навстречу друг другу по одной колее. Война началась. 12 ноября 1982 года. Майами. Стадион Оранж Боул. Воздух был таким плотным от напряжения, что его можно было резать ножом. 25 тысяч никарагуанцев скандировали имя Аргуэльо. Они пришли за коронацией. Но в противоположном углу скрывалась буря. С первой секунды Прайер нарушил все законы бокса. Он начал не с разведки. Он начал с уничтожения. Удары летели отовсюду. Темп был самоубийственным, но Прайер был одержим. Аргуэльо отвечал классом. Его правый прямой находил цель снова и снова. Любой другой упал бы, но Прайер лишь ухмылялся. «Иди сюда, бей сильнее». К 13-му раунду ястреб начал гаснуть. Аргуэльо поймал момент. Жесткий правый кросс потряс Прайера. Гонг прозвучал как спасение. И именно здесь все изменилось. Тренер крикнул: «Дай ту бутылку, которую я смешал». Прайер сделал глоток. И вышел терминатор. Он загнал Аргуэльо в угол. Серия из 20 безответных ударов. Легенда рухнула лицом вниз. Тайна черной бутылки так и не была раскрыта. Но тень той ночи осталась навсегда. Для Аргуэльо это поражение стало началом конца. Он не мог принять тот факт, что его, великого стратега, переехал уличный боец. Он был одержим. Он верил, что это была случайность, ошибка, влияние той самой бутылки. Алексис совершил роковую ошибку. Он решил убить в себе джентльмена. Он обрезал волосы, перестал улыбаться, замкнулся в себе. Он хотел стать жестче, злее. Он хотел стать зверем, чтобы победить зверя. 9 сентября 1983-го. Лас-Вегас. Реванш. Но история редко дает второй шанс. С первых секунд стало ясно. Та ночь в Майами забрала у Аргуэльо не только пояс. Она забрала его душу. Он оставил свое здоровье в 14-м раунде первого боя. Прайер был быстрее, злее, точнее. 10-й раунд. Жестокий апперкот. Затем правый кросс. Аргуэльо падает. И вот он. Самый страшный кадр этого соперничества.
Великий Алексис Аргуэльо не лежит без сознания. Он сидит на полу, обхватив колени, как маленький ребенок. Он все понимал. Он мог встать. Но он просто не хотел. Человек, который никогда не сдавался, был сломлен. Не телом, духом. Рефери остановил бой. Эпоха Аргуэльо закончилась. Казалось бы, Прайер победил. Он доказал, что он лучший. Но победа стала его проклятием. Демоны, которые помогали ему в ринге, сожрали его за его пределами. Когда свет софитов погас, осталась только пустота, и он заполнил ее крэком. Великий ястреб, миллионер, чемпион мира, превратился в тень. Через пару лет после триумфа он бродил по улицам бездомным, потерявшим зубы, продававшим автографы за пару долларов, чтобы купить очередную дозу. Он сидел в тюрьме. Его семья отреклась от него. Его наследие тонуло в наркотическом тумане. У Аргуэльо была своя война. Он вернулся в Никарагуа, где бушевала гражданская война. Он взял в руки автомат. Потерял все свое имущество. Потом наступил мир. Но не в его душе. Депрессия, наркотики. Попытки найти себя в политике. Он стал мэром Манагуа. Нес флаг своей страны на Олимпиаде. Казалось, он смог выбраться. Но тень того поражения, тень той черной бутылки, преследовала его всю жизнь. Июль 2009 года. Пуля в сердце оборвала жизнь Алексиса Аргуэльо. Официальная версия – самоубийство. Но многие в Никарагуа не верят в это до сих пор. Взрывной худой ушел так же трагично, как и жил. Один, в темноте, с дырой в сердце. Но в этой беспросветной тьме был один луч света. Незадолго до смерти Аргуэльо они встретились. Не как враги, не как соперники. Они встретились как братья. Ненависть, которая кипела в ринге, выгорела дотла, оставив после себя священное уважение. Прайер, чудом выживший после десятилетий наркозависимости, обнимал Аргуэльо. Два солдата, прошедших через ад, который никто другой не мог понять. Они по-настоящему знали, какую цену пришлось заплатить. Они понимали, что именно оставили в том ринге в Майами. Они устроили настоящую мясорубку, чтобы мы помнили их имена. Два великих соперника, ненавидя друг друга, создали нечто бессмертное. Это было не просто противостояние и не просто спорт. Это была жизнь, сгоревшая в пламени амбиций. Это был бокс на самом высоком уровне. Подпишись на Стира Спорт. Здесь ценят характер. Твоя сила внутри тебя.